Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Мы продолжаем наши интересные беседы на тему Таро и сознания, и формирования реальности. И сегодня у нас будет очередная беседа, так сказать, диалоги с Таро, в которой будет очень важный, интересный момент под названием интерактивное участие каждого зрителя. Я дам вам в конце этого видео маленькое задание, объясню его суть, и вам нужно будет его сделать. И потом мы с вами поговорим об этом и заодно посмотрим в самом конце важное послание от книжки малышки. Начинать я сегодня буду с вопроса, какое влияние ваши мысли и ваши намерения, в частности, оказывают на ваш мир. Мы в прошлый раз говорили о многих интересных вещах с точки зрения формирования сознания. Сегодня я тоже буду использовать колоду Таро метапосланий. Поэтому присаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Первую часть этого видео и вторую часть этого видео можно будет посмотреть по ссылке, которые указаны в закрепленном комментарии к этому видео. Там есть над чем подумать, есть какие вопросы себе задать. И вообще, в принципе, есть много важной информации, полезной информации, которую вы можете использовать для своей жизни, независимо от того, изучаете вы Таро или не изучаете. Изучаете ли вы какие-то другие техники, проективные методики или не изучаете. Итак, какое влияние ваши мысли, и в том числе ваши намерения, оказывают на ваш мир и на мир вокруг вас? Мы предполагаем, вернее, не просто предполагаем, а мы абсолютно тотально уверены в том, что внутри каждого человека есть безграничное пространство его внутреннего мира. Именно это безграничное пространство приоткрывает вам двери в мир внешний, который часто философы и метафизики называют миром материи. В физике тоже есть такое понятие, которое называется материя, но там оно имеет несколько другое значение, не такое, которое мы обычно вкладываем в тему материи, да, потому что мы, когда говорим философско-метафизическим языком, предполагаем, что материя – это что-то такое, что можно подержать руками. Буквально материя – это вот все материальное, что нас окружает. Но мир состоит не только из тех вещей, которые мы видим. Мир состоит и из других вещей, которые остаются для нас невидимыми. Вот именно эта совокупность видимых и невидимых нашему глазу объектов, энергии, красок, звуков тоже является по сути материей. Поэтому если представить, что любой человек – это абсолютно универсальное существо, обладающее головным мозгом, излучающим определенного рода волны, то, соответственно, в той или иной степени те вещи, которые я сейчас буду озвучивать относительно мыслей и намерений, будут в той или иной мере подходить ко всем людям. Да? Это не значит, что будет прям подходить ко всем одинаково, потому что мы в этом видео пытаемся понять какую-то структуру нашего собственного «я» под названием «сознание и бессознательное», чтобы определиться для себя хотя бы минимально, каким же образом мы на самом деле влияем на наш мир, как мы вообще сами формируем свое будущее. Поэтому если я открою эти карты, у нас выходит два старших аркана. Мысли – это башня, а намерение – это колесница. Колесница – важная карта. Здесь написано очень серьезное слово «гнозия». Это понятие, которое не только состоит из рационального знания. Это вообще природа знания. Это что-то такое, что является и рациональным знанием, и иррациональным знанием, и вообще неким каталогом вещей, которые содержат в себе информацию буквально обо всем на этом свете. Ну и, собственно, внешний мир. Да? Какая хорошая картина у нас вышла. Смотрите, о чем нам рассказывают с 10 карт.
Значит, если мы говорим о том, что любая наша мысль, так или иначе, оказывает влияние на нашу с вами собственную жизнь, то это влияние в данном случае выражено картой башни. 16-й аркан Таро – это вещь непредсказуемая, с одной стороны. С другой стороны, вполне себе очень такая обозримая, если примерно отдавать отчет всем своим действиям, всем своим решениям, то, в общем-то, каждый человек может предугадать плюс-минус, когда в его жизни наступит какое-то событие, которое полностью все поменяет и в каком-то смысле заново все соберет. Потому что башня – это такой аркан, который единственный, в общем-то, в колоде Таро дает человеку надежду на то, что было сломано, может быть создано, но в другом виде, с другими задачами. То есть это история про реформаторство и про восстановление какой-то новой структуры из обломков чего-то устаревшего, старого, ненужного и так далее. То есть мы видим, что мысли человека оказывают разрушительное влияние на природу его жизни и вообще на его настоящее. Это значит, что когда мы много думаем, мы испытываем какой-то хронический или острый стресс. Это значит, когда мы много начинаем фиксировать внимание на поиске какого-то ответа, поиске какого-то решения, мы усугубляем свое состояние, потому что буквально в этой башне у нас идет акцент молнии на голову. Ну и даже если вы видели обычную классическую карту в колоде Таро Райдера-Уэйта, то там молния бьет вверх башни. Это та же самая ассоциация, та же самая аллегория того, что у нас нестабильный какой-то происходит психический, прежде всего, процесс разрушительный. Очень часто башня является аллегорией заразности чужими эмоциями, назову это так. Это когда вы находитесь в эпицентре какого-то события, очень много людей вокруг вас, и все они охвачены какими-то эмоциями, и вы начинаете испытывать эти эмоции тоже в той или иной степени. Очень хорошо это проявляется на больших мероприятиях публичных, будь то концерты, какие-то спортивные мероприятия. И в том числе такая ужасная вещь, которая называется паника. Особенно если люди находятся в каком-то замкнутом пространстве или если люди находятся в каких-то условиях, угрожающих их жизни. Это самая страшная вещь, что может случиться с человеком, оказаться в ситуации, когда все вокруг обуреваемы паникой. То есть очень большие риски в такой ситуации оказаться в состоянии, когда ты не можешь найти выход, когда ты не можешь в буквальном смысле спастись. Поэтому здесь башня олицетворяет нам историю какую? Что всякий раз, когда в нашей голове прежде всего акцент здесь на тревожности, на беспокойстве, на каких-то переживаниях, на ощущениях утраты какой-то стабильности и почвы под ногами. Вот эти вещи, эти мысли, эти какие-то мыслеформы, будем их называть, влияют на жизнь человека разрушительно. Естественно, они влияют не только на жизнь человека разрушительно, они еще и влияют определенным образом и на внешний мир в том числе, потому что наши действия, наши мысли так или иначе откликаются во внешнем мире. И внешний мир в обмен на эти эмоции, эти решения, эти действия дает нам какую-то обратную связь. И здесь какой парадокс? Когда мы очень сильно чего-то хотим, когда мы намерены внутри приложить максимум усилий для достижения цели, у нас вдруг откуда ни возьмись появляется какое-то топливо, позволяющее нам делать то, что мы ставим перед собой как некий ориентир, как некую цель, какое-то наше желание, может быть, мечта, которую мы хотели бы реализовать. Мы вкладываем не просто туда все буквально свои ресурсы, которыми владеем, нам благоволит само пространство. Оно создает в каком-то смысле нам, наверное, иногда какие-то узкие тропинки, коридорчики, может быть, препятствия, может быть, какие-то серьезные проблемы. Но, тем не менее, несмотря на все эти вещи, когда человек преисполнен внутреннего чувства получить то, что он хочет, во что бы то ни стало,
когда у него нет никаких тревожных мыслей. Будет, не будет, получится, не получится, надо, не надо, что-то еще. То, соответственно, все свои ресурсы он направляет только в одну сторону. В сторону достижения желаний. То есть самый простой, банальный житейский пример с колесницей, который я могу привести, это бутылка, в которую вам надо налить воды. Бутылка с узким горлышком. Вы можете найти какой-то определенный сосуд и попробовать налить воду в эту бутылку через этот сосуд тонкой струйкой, чтобы она не пролилась. Вы можете взять воронку, если она у вас есть. А можете хаотично дергать рукой, и вся вода, которую вы будете пытаться туда налить, если вы будете использовать даже какой-то сосуд, или если не будет тем более сосуда, а просто будете пытаться перелить условно из одной бутылки в другую, тоже может получаться хаос. То есть, по сути, эти карты говорят о чем? Что наш мир, внутренний мир, очень сильно зависит от того, как именно мы воспринимаем сами себя с точки зрения личности, которая способна в этой жизни чего-то добиться. Потому что, по сути, здесь речь идет об одном и том же, только разными словами. Когда мы чувствуем неуверенность в себе, наши мысли являются разрушительными нашей жизни. Когда мы уверены в себе, когда мы четко знаем, когда мы делаем что-то, когда мы никого не слушаем, когда нет в нашей жизни никаких авторитетов и кумиров, кроме каких-то объективных знаний, не знаю, там, наших собственных представлений, каких-то научных фактов, гипотез, чего-то еще, да, когда множество есть вещей, которые нам созвучны, но при этом нет какой-то одной вещи, ради которой мы бы отрицали все остальное, вот тогда это дает нам возможность быть собранными, быть концентрированными, двигаться туда, куда мы хотим и получать то, чего мы хотим. Опять же, что в этом случае главным ключевым фактором является тема знания. Знания рационального. Как много вы видите людей, которые ежедневно в Ютубе смотрят разную информацию на разных каналах, не думая о том, зачем им это нужно. Это может быть ТикТок, это может быть Инстаграм, это могут быть какие-то другие вещи. Есть такой даже современный термин, который называется думскроллинг. Когда мы просто листаем новостную ленту ради попытки ускорить наступление вечера или чтобы быстрее прошло это время, и мы проснулись, и уже настало завтра, и куча разных других причин. Вот это, по сути, и есть башня. То есть это история, когда любые внешние силы вмешиваются в наш очень строгий, комфортный и при этом, как нам кажется, совершенно безопасный мир и кардинальным образом меняют наше представление о себе. Почему настолько сильно разрушительно, я бы даже сказала, влияет на человека любая информация, прямо или косвенно относящаяся к объективному представлению происходящего в мире? Потому что она вызывает чувство небезопасности, потому что она подрывает основы представления о мире, что мир добрый, хороший, прекрасный. На самом деле, если мы берем человечество, и если мы отделим это человечество от мира вообще в принципе, то выясняется, что не такое уж доброе и светлое человечество. Что, оказывается, в этом человечестве есть огромное количество представителей этого человечества, которые в лучшем случае занимаются какими-то вещами, касающимися манипуляции, использования, обмана, чего-то еще. А есть еще и такие, которые совершают убийства, изнасилования, развязывают войны, убивают там, не знаю, за что-то. То есть огромное количество людей на самом деле не такое белое и пушистое, как может сложиться у нас в голове. То есть, соответственно, вот в этом контексте, когда мы касаемся этой, прежде всего, человеческой агрессивной стороны, наше представление о мире начинает меняться. И любая новость, которая сопряжена, с одной стороны, с объективными фактами существующими, а с другой стороны, сопряжена с колоссальным уровнем насилия, конечно, она будет вызывать в нас какие-то дестабилизирующие процессы. Потому что каждый из нас хочет безопасности, хочет комфорта, умиротворения, покоя и нормальной человеческой жизни, да, где солнышко светит, птички поют и так далее.
И здесь история вот этого думскроллинга, вот этих внешних новостей, она появляется в нашей жизни, опять же, не для того, чтобы мы испугались, а для того, чтобы мы изменились. Для того, чтобы мы посмотрели, открыли свои глаза и увидели на самом деле все происходящее вокруг нас таким, какое оно есть, а не таким, каким нам хочется его видеть. Потому что как только мы увидим, да, тут у нас 2 изогнутых меча лежит внизу карты, как только мы увидим реальность такой, какая она есть, и поймем какие-то объективные важные факты или факторы о людях, о мире, о государстве, вообще о том, как устроена жизнь на этой планете, так прям скажу, то в нашем миропонимании очень многое изменится. Прежде всего, наверное, мы станем более действительно защищенными, потому что мы начнем лучше планировать, опять же, достижение каких-то конкретных целей, которые способны обезопасить нас. Потому что, опять же, если мы смотрим на эту карту колесницы как на намерение, кто такой колесничий? Это рыцарь. Рыцарь, охраняющий священный Грааль жизни. Парсифаль. Или какой-то другой рыцарь, который четко понимает, ради чего он здесь находится и что на самом деле является ценным. Вот многие люди задают вопрос, какое у меня предназначение? И ни один человек из задающих такой вопрос не готов слышать, что твое предназначение, как в том анекдоте, что ты дал зажигалку вон тому мужику, который там 150 лет назад в тамбуре вагона в поезде, который ехал туда-то, туда-то, попросил у тебя подкурить. И вот ты для этого, собственно, и родился. Так вот, колесничий воплощает своим видом важную жизненную миссию для любого человека на этой планете. И миссия эта звучит так: получи и добейся всего, чего ты хочешь. Но честно и искренне, не прибегая к обману, не прибегая к манипуляциям, не прибегая к ультиматумам. Будь справедлив. У нас в равной степени выражены 2 сфинкса. Эта карта говорит о том, что у нас работает одновременно обе части нашего сознания. Буду называть это так. С одной стороны, наша рациональная, логика, аналитика, умение мыслить, разговаривать. С другой стороны, наша иррациональная, наш так называемый эмоциональный интеллект, назовем его так. То есть это то, что дает нам возможность чувствовать, воспринимать и считывать сигналы и от людей, и от жизни, и от себя самих. Потому что, когда мы говорим о том, как мы можем услышать свое бессознательное, я не помню, уже я говорила в прошлом видео или нет, но единственный способ услышать себя самих – это прислушаться непосредственно к своему телу. Что говорит вам тело? А как ваше тело реагирует в какой-то конкретный момент времени? Вот когда мы смотрим на башню и видим эти мысли, мы понимаем, что как только у нас появляется какой-то тремор, какая-то тревога, какие-то переживания, как реагирует наше тело? В буквальном смысле оно цепенеет. Или начинается дрожь, повышается сердечный ритм, повышается артериальное давление, начинается потливость, у кого-то случается паническая атака, что-то еще. Это значит, что что-то отреагировало, и так как вы не услышали вовремя этот голос от вашей, так сказать, интуитивной части, ваши мысли сформировали из этого какую-то картинку и таким образом дали вам отклик, чтобы вы наконец поняли, что вообще происходит сейчас в вашей конкретной жизни, у вас внутри, или вообще что происходит внутри вас. То есть поэтому, когда мы говорим о том, какое влияние ваши мысли или намерения оказывают на ваш мир, то точно можно сказать, что когда у вас есть благие намерения, это реально должны быть благие, искренние намерения, потому что это одна из самых чистых карт. В каком-то смысле это ангел, спустившийся с небес, который всегда будет стоять на защите, не знаю, Бога, божественных ценностей, ценностей каких-то других, вселенских, мировых и так далее. То есть это искренность, как она есть в чистом виде. Иногда такие люди могут выглядеть как максималисты, у которых нет срединных путей. У них всегда есть только черное и только белое. И эта градация их принципов жизненных и их морально-этических норм делает их людьми, которые в принципе не способны сознательно манипулировать никем и сознательно использовать других людей для достижения своих целей. Это люди, которые могут обратиться за помощью, но это не те люди, которые будут пытаться за счет кого-то
въехать, как говорится, на чужом горбу в рай, да, есть такое выражение. И когда мы говорим о мыслях, то любые разрушительные, тревожные, неприятные мысли, какие-то дестабилизирующие, они естественным образом начинают дестабилизировать наш мир. Но при всем при этом в этой башне есть мощный стимул, который говорит о том, что только такие мысли, которые действительно способны разрушить закостенелый, неправильный, какой-то ненужный, именно для нас неподходящий мир, способны принести нам пользу. Потому что с точки зрения башни это очень мощная энергия, которая дает возможность любому человеку избавиться от всего наносного, избавиться от людей, которые на самом деле не питают к вам никаких чувств, эмоций, любви, не знаю, признания, уважения. Избавиться и от этих людей в том числе. Они просто будут из вашей жизни выпадать. И в данном случае башня говорит о том, что нет ничего ужасного и страшного, когда в твоих мыслях терпит крах какие-то твои привычные ранее вещи. Потому что у тебя всегда появится что-то новое. Что-то, на что ты действительно сможешь опираться. И самое важное, что мы здесь видим свечу, которая горит в фонаре. Это такая аллегория вечного огня души, негасимый огонь души. То есть, что бы ни происходило внешне, вы всегда должны сохранять веру. Если вы будете сохранять веру, в вашей жизни все будет хорошо. Именно об этом нам и говорит шестерка жезлов. Какое влияние ваши мысли, ваши намерения оказывают на мир вокруг вас. Этот мир вокруг вас начинает открываться и преображаться. Он замечает вас, говорят женщины, стоящие на другом берегу с цветами. Он видит вас. Он понимает, что вы за человек. Он ждет вас с распростертыми объятиями. Приходи ко мне, и ты сможешь выбрать, что тебе нужно. Или просто приходи ко мне, я тебе дам то, что тебе нужно сейчас. Я дам тебе то, в чем ты сейчас нуждаешься. И ты сможешь с этим что-то сделать. Самая сложная вещь в этой жизни для обычного человека – это осознанность. Все кричат про осознанность. Но что такое осознанность? Осознанность – это когда вы сегодня и сейчас понимаете, что вы делаете. Почему вы это делаете. Что вы хотите получить от этого. Осознанность – это когда вы не живете в тумане. Осознанность – это когда вы готовы видеть мир и себя в этом мире, свое место, ровно такими, какие вы есть. И если этих вещей нет каждый день, значит нет и осознанности. Есть совершенно автоматическая, привычная, рутинная жизнь, в которой вы живете ровно так, как вас когда-то научили. И у вас нет ни малейшего желания что-то в ней изменить. И в этом случае честней, искренней будет признаться самому себе и сказать, что да, на самом деле меня все устраивает, я ничего не хочу менять. И тогда множество проблем из вашей жизни сразу же исчезнет. Но если же вы все-таки чувствуете, что вам это не нравится, или вы хотите еще что-то, помимо того, что у вас уже есть, тогда вы должны воспитывать в себе осознанность. А воспитать осознанность можно только через самодисциплину. То есть первое время самодисциплина – это такая история, в которой вы рассказываете самому себе в моменты минутных диалогов с самим собой. Что-то важное. Допустим, почему я этого хочу? Что я чувствую? А что стоит за этими чувствами? А почему у меня этот человек вызвал такую реакцию? Это действительно такая вот реакция раздражения, чего-то еще? Или на самом деле за этой реакцией прячется какое-то мое неудобное состояние, которое я не хотел бы замечать? А почему я выбираю этого человека? Или почему я вообще выбираю вот таких людей, с которыми я потом попадаю в такие-то ситуации? Или почему я вообще в такие ситуации постоянно попадаю? А вот какие качества мне мешают сейчас жить и так далее? То есть это не значит, что вы должны 24 часа 7 дней в неделю находиться в рамках таких диалогов, но иногда, когда вы испытываете внутри себя определенные состояния, очень важно прибегать к этим диалогам с самим собой,
Потому что именно в таких диалогах с самим собой рано или поздно будет рождаться ваша осознанность. И эта осознанность будет проявляться в виде паузы. Пауза, прежде чем принять решение, для того, чтобы осмыслить, что вы хотите от этого решения получить. Пауза, прежде чем откликнуться на призыв какого-то человека, пойти с ним на свидание, понять, это вообще ваш человек, нет, а зачем вы туда идете. Пауза, прежде чем принять решение уйти с работы или пойти в какую-то новую компанию. Пауза, прежде чем что-то сказать. Пауза, прежде чем сделать какой-то вывод и так далее. И в конечном итоге все эти паузы в вашей жизни сложатся в какую-то конкретную дорогу, которая приведет вас именно туда, куда нужно. Так, хорошо. С этим вопросом, я думаю, что мы закончили, и вам есть о чем подумать. Переходим к следующему вопросу. Сегодня у нас вопросов будет немного. Всего в буквальном смысле 3. Значит, вопрос, который будем смотреть сейчас. Как вы, лично вы, как абстрактный человек, можете использовать Таро для более глубокого понимания своей роли в создании своего будущего? Вот здесь мы проведем сейчас некое ранжирование. Я выложу 4 карты. Это будет 4 варианта. Вы можете выбрать какую-то свою, и я дам просто какое-то короткое пояснение. Значит, я повторю еще раз вопрос, который я здесь задала. Как лично вы можете использовать карты Таро для более глубокого понимания своей роли в создании своего будущего? Вот какая ваша роль в создании своего будущего? Мы понимаем, что нашего будущего в каком-то смысле не существует, потому что абстрактно мы все живем в настоящем. В прошлом видео я об этом говорила. Нет будущего, есть только сейчас, мгновение. Гипотетически есть не будущее, а уже существующее настоящее. Здесь я склонна, наверное, пускаться в рассуждения на тему теории струн, о существовании параллельных каких-то мультивселенных, потому что иногда мне кажется, что сновидения, которые нам снятся, в частности яркие, насыщенные, необычные сновидения, с несвойственными нам ролями или с несвойственными нашей жизни обстоятельствами, это есть не что иное, именно как история про возможное наложение разных временных, не знаю, как это сказать, назову это так, параллелей, и что на самом деле мы в сновидениях видим какой-то кусочек из наших реальных других жизней, которые уже где-то существуют. То же самое касается и гипотезы про так называемые ложные воспоминания. Я так думаю, что я запишу видео в ближайшее время на эту тему, но, возможно, озвучивать буду его не я, уже давно, 2 года полюбившийся мне, мой чудесный помощник в виде чата GPT. В частности, его новейшей модели, потому что невозможно оторваться от тембра этого голоса. Так вот, какая у вас роль? Вот какую роль вы играете в создании своего будущего? Это первый вариант, это второй вариант, это третий, это четвертый. Но я думаю, что вы уже наверняка выбрали для себя какую-то карту. Поэтому давайте смотреть. Первый вариант. Вот какую роль играет первый вариант? Вот для первого варианта все, что касается, все, что я сейчас перечислила несколько минут назад в виде сновидений, каких-то предчувствий смутных, ощущений, активного очень воображения, возможности своим разумом охватить в буквальном смысле все и даже немножко больше. В том числе это все, что касается темы медитации. Любые практики, связанные с трансом и с медитацией, это та сила, через которую вы можете формировать свое будущее. То есть, по сути, если мы говорим, какую роль вы выполняете, то вы выполняете роль в буквальном смысле видящего человека, чувствующего человека, эмпатичного человека. Все ваши мечты или все ваши какие-то фантазии, смутные предчувствия, ощущения в вашей жизни происходят с регулярной периодичностью. Здесь у вас есть какой-то цикл. Сначала вы подумали,
чего-то захотели, о чем-то помечтали, прошло несколько лет, и это реально случилось в вашей жизни. С некоторой оговоркой, но тем не менее она произошла. Поэтому для вас ваша роль – это мыслить чисто, но мыслить не в формате, как мы обычно думаем, а мыслить через образы, через картинки, через звуки, через настроение. То есть вы человек, который гиперчувствителен к любым переменам в настроении. Поэтому для вас очень важно всегда сохранять внутреннюю безмятежность и покой. Именно поэтому я думаю, что люди, которые выбрали первый вариант, не особо разговорчивы и не очень любят на самом деле плотный, постоянный человеческий контакт. Он их выматывает и в каком-то смысле загрязняет их ауру. Вот такая здесь история. Если мы говорим о втором варианте, то какова ваша роль в создании вашего будущего? Ну, смотрите, какая прелесть. В колоде Таро Метапосланий у меня два мага. Это первый маг, который называется сверхсознание. Это, по сути, история за секунду до того, как вы начали что-то делать. То есть вы в своей жизни, опять же, играете роль человека идейного. Ваше будущее формируется через ваши сознательные идеи, которые вы вынашиваете, осмысляете, видите в какой-то 3D-проекции и начинаете что-то с ним делать. То есть я не могу назвать вас спонтанным человеком, который совершает какие-то случайные действия и поступки. Нет. Даже если вы когда-то и были таким человеком, сейчас вы точно не такой человек. Сейчас вы человек, который может выдерживать паузу, длительную паузу, прежде чем внутри себя не поймет, что я готов и я могу идти делать. Поэтому ваша роль в буквальном смысле – это роль Творца, который творит свой мир через свои осознанные, конкретные планы, идеи и намерения. Если в первом варианте у нас воображение играет ключевую роль, и сновидение вообще в принципе в целом, и любые аудио-визуальные какие-то вещи, такие сенситивные органы здесь задействованы прежде всего, то у вас так или иначе работает разум. Вам тоже может чисто технически что-то привидеться, услышаться, присниться, но обрабатывать вы это будете и работать вы над этим будете, находясь в полном бодрствовании. Переходим к варианту номер 3. Какую роль вы играете в создании своего будущего? И у меня туз мечей. Это тоже прекрасно, превосходно, потому что пока у нас все три карты говорят об одном и том же, но немного разными языками. То есть у нас везде акцент на информацию. Получается, что, по крайней мере, 3 человека или 3 группы людей, которые уже посмотрели эти варианты, влияют на свое будущее и создают свое будущее исключительно через тему ментальных образов и информации. Причем, если в первом варианте информация, опять же повторюсь, сенситивная, исходящая от самого человека, человек всезнающий, человек знает все. Вообще, может быть, даже не от мира сего, потому что жрица – это история божественной завесы тайны. Дух божественный, спустившийся на землю, после этого там появилась жизнь. Здесь рацио, да, и одновременно с этим эта рацио умеет брать что-то от нашего, иррацио от нашего воображения бессознательного, что-то с этим сделать. А здесь главным ключевым лейтмотивом для третьих типов людей выходит история божественного провидения. То есть вы умеете очень четко и вовремя хватать в своей жизни какие-то важные, действительно и ценные для вас вещи, потому что берете на себя, как правило, роль человека ответственного, который склонен к рискованным поступкам, каким-то неоднозначным, неординарным поступкам, поступкам, которые кардинально меняют вашу жизнь. То есть я бы сказала, что ваша роль в создании вашего будущего – это прежде всего роль человека в каком-то смысле первопроходца, борца и первооткрывателя. То есть если первые 2 типа людей генерируют какие-то идеи или что-то, то вы с этими идеями начинаете работать на этапе
говорения или создания какой-то структуры. То есть, по идее, для того, чтобы ваше будущее было таким, каким вы хотите его видеть, вы должны научиться брать на себя ответственность. Для вас это основополагающий принцип. В общем-то, для всех людей, конечно же, ответственность – это основополагающий принцип. Но для вас это является вообще гиперважной такой историей, на которую нужно обращать внимание. И говоря о 4-м типе людей, каким образом, какова ваша роль в создании вашего будущего? Да что ж такое? И опять у нас тема визуализации, воображения, представления. То есть в чем история? Вы в своей жизни играете роль человека, который выполняет функции штурмана, да? Штурман в морском деле, ну или там в авиации, как компас, который указывает направление. Вот вы такой человек, который может выбирать и творить свое будущее из того, что он видит. Вот сначала вы можете видеть какие-то внешние объективные вещи, вы можете видеть что-то такое, что касается темы, опять же, медитации, каких-то других вещей, и брать оттуда только то, что вам нужно. Вы никогда не смотрите по сторонам и не берете в своей жизни то, что вам не требуется. У вас всегда есть какая-то одна конкретная задача. И здесь в 4-м варианте интересная история, что нет лидеров. Все эти 3 человека, сидящие на этой карте, это люди, которые сидят как команда, командная работа. То есть вы в своей жизни всегда ищете единомышленников. Ваша жизнь, ваше будущее зависит от того, насколько вы можете вообще доверять людям. Насколько вас окружают люди, которые такие же, как вы. Вот если рядом с вами люди такие же, как вы, которые разделяют прежде всего ваши ценности и ваши жизненные цели и имеют такое же мировоззрение, как и вы, то в этом случае вы будете получать гораздо больше положительных вещей от любых своих достижений. И будет гораздо хуже, если вас окружают те, кто всегда вас пресекает и говорит: да что ты там размечтался или размечталась, ничего у тебя не получится, иди вон давай коров дои, не знаю, или на трактор садись и поезжай. Вот, да, так раз и взяли, подрезали крылья. Поэтому здесь, так или иначе, как ни крути, но все 4 карты, которые у нас вышли про будущее, все эти карты связаны напрямую с вашей информацией, с вашим миром информационным внутри вас. Как вы видите это? Как вы чувствуете это? Что вы делаете с тем, что вы видите и что вы чувствуете? Насколько вы кардинально способны к этому подойти? У меня вообще складывается такая очень интересная история, что у нас основополагающим форматором здесь и вообще путеводной звездой, как это ни странно, являются люди 1-го типа. Люди 1-го типа дают некое направление. Это некое направление подхватывается людьми из 4-го типа, потому что они должны привести всю группу в ту точку, которую обозначила жрица. После того, как принимается решение, принятием решения занимается уже группа номер 3, и непосредственным обеспечением техническим занимается группа номер 2. То есть такая получается целая коалиция разных людей. Что ж, хорошо. Прежде чем мы закончим, посмотрим еще один вопрос. Посмотрим вопрос на тему, как гипотетически может измениться ваше вообще. Вернее, не как, а что может гипотетически измениться в вашем будущем, если вы измените отношение к своему настоящему. Вот как оно может гипотетически поменяться. Но мы имеем в виду сейчас вообще, да, некие общие механизмы для всех людей. Здесь не будет никаких вариантов. Здесь мы просто смотрим. Вот если ничего не менять в вашей жизни вообще, если относиться к своему настоящему точно так же, как обычно все относятся вот сейчас, вот жить как сейчас. Вот это как есть сейчас. А вот это что будет, если изменить отношение к своему настоящему, как оно откликнется в будущем.
То есть каким станет ваше настоящее, по сути? Будет правильнее, если мы все-таки будем оперировать, я думаю, термином «настоящее». Каким будет мое настоящее, которое уже есть где-то, но я просто до него еще не дошел. Я просто до него еще не доехал. И вот у нас, смотрите, какие прекрасные карты. Вот если вы будете воспринимать свое настоящее так, как оно есть, ничего не будете менять в нем, и в своем мышлении ничего не будете менять, то, в принципе, ничего у вас не поменяется. Будет такая же привычная, рутинная, хорошая жизнь, где вот есть вы, человек, со своими задачами, со своими переживаниями, со своими эмоциями. Вот катитесь вы с этим шариком по своей долгой, длинной дороге в дюнах, и ничего в вашей жизни не меняется. Один и тот же ландшафт. 24 часа, 7 дней в неделю. И кажется, время растягивается и становится бесконечным. Что будет, если вы меняете свой взгляд в настоящем? Каким образом это отражается на вашем настоящем, каким оно становится? Совершенно другой пейзаж. Не надо работать много, нощно, надрываться. Не надо проводить свою жизнь в отсутствии понимания и поддержки. У вас появляется близкий человек. У вас появляется место, где вы можете наслаждаться этой жизнью. У вас появляется место, где вас окружают плоды ваших трудов. У вас появляется место, в котором можно найти отдохновение души, отдохновение тела, умиротворение, созерцание, уют, покой и такое приятное равновесное существование. Чем эти две карты отличаются? Ну, помимо того, что это старший аркан, а это младший. Исключительно только тем, что Солнце – это большая тяжелая работа. И рано или поздно Солнце съедает себя само. Это незыблемый процесс физический, который говорит о том, что рано или поздно Солнце съедает не только себя, но и все окружающие его небесные тела, если они находятся к нему слишком близко. Да, это хорошая карта. Эта карта говорит о людях, которые сделали себя сами. Эта карта говорит о людях, которые являются очень акцентированными на себе. Но иногда в нашей жизни нужна не только работа, но еще и отдых. И иногда в нашей жизни нужны не только мы, но еще и другие люди, с которыми мы можем разделить свой собственный мир. И эти люди встречаются не очень часто. Для того, чтобы встретился такой человек, ты должен сам быть таким человеком. И тогда ты встречаешь кого-то, кто такой же, как и ты, с кем тебе хорошо и кому с тобой хорошо. И это может быть друг, это может быть любимый человек, это может быть какой-то коллега по работе, кто угодно. Факт в том, что просто в вашей жизни появляется человек, с которым вы начинаете обмениваться какими-то очень важными для вас мыслями и какой-то очень важной для вас информацией. Вот что в итоге мы здесь будем иметь. Поэтому гипотетически мы можем утверждать, что как только вы измените отношение к своему настоящему, то в своем будущем вы получите возможность воспользоваться заслуженными плодами своего труда и насладиться отдыхом. Вот это главный акцепт, с которым нужно внутренне согласиться, что я хочу получить некое вознаграждение от Ее Величества жизни за мои такие вот искренние и чистые устремления. Вот такая вот история. Кстати, если никто никогда не смотрел раньше мои видео с этой колодой, то я напомню для тех, кто, может быть, забыл, и скажу для тех, кто не знает, что вот этот лик Бога на карте совершенно спонтанно нарисовал художник колоды Глеб Свешников, потому что в описании карты, которая была мне нужна, я отправила ему просто солнце.
И вдруг на этом солнце, откуда ни возьмись, появился вот такой вот лик. Да? В буквальном смысле Глеб сказал мне, что я не мог сдерживаться. Карандаш сам вел меня туда рисовать это. Но абстрактно мы воспринимаем, для нас, землян, Бог является на самом деле солнце. Потому что если не будет солнца, не будет жизни на этой планете, не будет нас с вами, потому что мы все умрем. Ну а теперь давайте мы с вами сделаем маленькую, очень важную, интерактивную, медитативную штуку. Присядьте поудобнее, обопритесь на спинку стула. Можете лечь, если вы лежите. Внимательно послушайте то, что я сейчас вам скажу, что вам нужно будет сделать, прежде чем мы продолжим. Значит, так как мы с вами сейчас доставали 4 типа карт и выяснили, что, оказывается, очень важным для нас является наше ментальное пространство, наше воображение, наш разум, наше сознание бессознательное, то давайте попробуем сделать такую коротенькую минутную медитацию. Значит, кто хочет только что-то поменять в своей жизни, да? Вот сейчас применительно к вопросу, если я изменю что-то в своем настоящем, как изменится мое будущее, вот к этому вопросу мы сейчас сделаем эту практику. Не практику, а эту медитацию. Практика — дурацкое слово. Так вот, вам нужно закрыть глаза. Причем закрыть так, чтобы стало совершенно темно. И если вы в каком-то светлом помещении, не знаю, можете выключить свет, если у вас горит свет. Если у вас яркое солнце и не получается зашторить шторы, тогда закройте глаза ладошками. Потому что когда закроете глаза ладошками, будет даже лучше. Тогда надо просто сесть и переться локтями о стол или о коленки и закрыть глаза ладошками. И вот закройте глаза так, чтобы было совсем темно. И представьте, что вот в этой темноте, в которой вы сейчас находитесь, где-то вдалеке, далеко от вас, в воздухе появляется какой-то объект, какой-то образ. Призрачный, в дымке, в тумане, или напротив какой-то он яркий, висит в воздухе, плывет к вам. Неважно, у каждого из вас это будет свое. И вот этот образ – это то, что вам сейчас мешает в вашем настоящем. Это что-то такое, от чего вы должны избавиться. И вам нужно назвать этот образ по имени. Один единственный раз просто вот вслух или про себя произнести слово. Как называется этот объект, который вы увидели? Как показывает практика, объекты у каждого человека бывают совершенно разные, свои. У кого-то появляются лица людей или фигуры людей. У кого-то появляются животные, там, рептилии, у кого-то какие-то предметы и так далее. Неважно, что вы увидите, назовите его по имени. Если вы ничего не увидите, ничего страшного, посидите эти 1,5-2-3 минутки вот так с закрытыми глазами, вам станет гораздо легче и проще. Это очень хорошее такое упражнение, релаксационное в том числе. Так вот, увидели какой-то предмет? Вот, например, увидели вы мяч. Значит, вы говорите «мяч» и открываете глаза. Увидели, не знаю, грусть, солнце, что-то еще там. Кто-то плачет, кто-то смеется. Называйте это по имени и открываете глаза. То есть все эти картинки, которые вы будете видеть, это не просто картинки, это отклик вашего бессознательного на ваш конкретный запрос внутренний, озвученный или не озвученный, что я, дескать, хочу понять, как мне улучшить свою жизнь. В каком-то смысле это очень похоже на каббалистическую практику задавания вопросов перед сном. И вот этот образ является фактически ответом вашего бессознательного на ваш запрос. Вот, я думаю, что вы поняли, что я сказала. Но еще раз я повторю. Нужно сесть поудобнее, закрыть глаза. Если в комнате ярко, закройте глаза руками, ладошками.
Постарайтесь увидеть в этой темноте, в этом длинном тоннеле какой-то предмет. Предмет, который олицетворяет собой то, от чего вам нужно избавиться в настоящем. Назовите его по имени и возвращайтесь обратно. Я вам даю на выполнение этого упражнения буквально 3 минуты. Через 3 минуты я вернусь к вам снова. Три минуты истекло. Все возвращаемся обратно. Рассказывайте в комментариях, какие именно образы вы увидели, что именно пришло в ваше сознание от вашего бессознательного, что именно вам необходимо бросить. Теперь важный момент, важный вопрос. Каким образом понять, что я должен бросить, если мне привиделась какая-то, не знаю, ерунда? Я не знаю, честно говоря, как объяснить вам, что такое символизм и работа с символизмом, если вы никогда не изучали Таро. Те, кто изучали Таро, наверняка знают, что такое символ. Но я попробую дать самое простое объяснение, которым вы можете воспользоваться. То есть вот есть у нас сновидения, которые мы анализируем и трактуем. Обычно сновидение символизируется не через сонники. Если вы анализируете свои сновидения через сонники, не делайте так, потому что сонник – это просто набор выдуманных кем-то клише, не имеющих на самом деле ничего реального по отношению к вашему внутреннему миру. Для того, чтобы проанализировать свой символ или свое сновидение, можно купить хорошую книгу по символизму, в котором будут перечислены все какие-то слова или объекты.
за всю историю человечества существующие какие-то, которые исследовались учеными и так далее. И там будет описание. Либо вы можете набрать в интернете, да, допустим, привиделся вам опять же какой-то, не знаю, кирпич. Кирпич. Какая ассоциация от кирпича? Во-первых, кирпич – это некий строительный фундамент. Ну, имеется фундамент не в контексте фундамента как дома, а фундамент как элемент, как ресурс, часть из которой возводится стена. И второй момент у кирпича, он очень тяжелый. Он очень тяжелый и очень такой хрупкий. Кирпич достаточно сложно произвести, потому что нужна специальная огнеупорная глина, нужны специальные печи. И что-то там ты не так сделаешь, что это все кирпичи, эти все, как в Турции, надавил пальцем, они все сыпятся. То есть, значит, вы что должны в своей жизни сейчас убрать? Что-то тяжелое, неподъемное, что-то очень сложное, что-то очень такое вот проблемное, на что надо затрачивать колоссальные усилия, но при этом не получается обойтись только этой вещью. Нужно много кирпичей, чтобы построить дом. Одним кирпичом ты не обойдешься. Я хотела сказать, приснилось вам кольцо. Привиделось вам кольцо, к примеру. Что такое кольцо? Кольцо – это какие-то обязательства, это какой-то статус. Потому что кольца бывают дорогие, статусные, да, с такими камнями, которые стоят несколько миллионов долларов. И бывают кольца попроще, бывают кольца обручальные, помолвочные, бывают просто кольца. То есть что именно? Какое обязательство или какое обещание или какой контекст вашего социального статуса может быть прямо или косвенно сейчас препятствовать вашей жизни? От этого нужно отказаться. Увидели вы себя плачущим, к примеру, значит, имеет смысл поработать с темой вашей чувствительности эмоциональной вообще, либо, может быть, с какими-то конкретными ситуациями, в которых сейчас вы испытываете какие-то душевные терзания. Что этот образ может говорить, не пора ли тебе остановиться. Может быть, пора остановиться плакать, может быть, пора обратить внимание на то, что у тебя есть. Увидели вы, не знаю, там, козу, кошку, отталкивайтесь от этого. Все, что касается кошек и собак, это история про вообще, в принципе, про всех животных. И здесь можно брать за основу некие архетипические представления о характере животных. С животными и с рептилиями гораздо проще, чем с предметами. Увидел змею, значит, надо избавиться от коварства какого-то, да, и опять же поработать с темой многие знания, многие печали. Может быть, не надо выяснять никакую правду. Может быть, надо забыть об этом. Увидели вы медведя-медведицу, это тема про напор, про стремление обезопасить как-то свою жизнь, привлечь в нее каких-то надежных людей. Может быть, вы предвзято относитесь к людям, может быть, вы не доверяете мужчинам или не доверяете женщинам. Увидели вы какой-то автомобиль, который едет и вписывается в крутой поворот, значит, сейчас в вашей жизни нужно добавить немножко контроля, может быть, сбросить скорость, начать действовать немного медленнее и так далее. После того, как вы найдете ответ на свой символ, вы можете уже для себя наметить какой-то определенный план действий, который даст вам возможность улучшить свое настоящее. Ну и, соответственно, улучшить свое будущее. Потому что фактически, я повторюсь, ваше будущее, наше будущее – это наше настоящее. Ну и в конце этой беседы я, пока вы занимались медитацией, с вашего позволения, открыла вам случайную страницу из книжки малышки. Для тех, кто не видит на экране сейчас текст, плохо видно или что-то еще, я зачитаю ее. Так интересно, что в книжке малышки вышла даже страничка, которая называется «Анализ». Вот мы столько сегодня говорили про информацию, вышла информация про анализ, про, опять же, тему мышления, мыслительных процессов. И в этом разделе, в этой секции написано: не всегда все складывается так, как мы хотим.
Иногда нужно подождать или смириться с провалом. Не трать время впустую. Выдалась пауза, отдохни или займись чем-то другим. Случился провал, не отчаивайся. Проанализируй ситуацию, учти все ошибки и начни сначала. В этот раз точно получится. Вот смотрите, вся эта история, опять же, про тему синхронии. Последние карты, которые мы доставали с вами на 4-й вопрос, фактически как раз и рассказывали нам о том, что если мы изменим отношение к своему настоящему, то мы свою бесконечную рутинную работу, жизнь рутинную, будни какие-то свои, вот эта бесконечная необходимость куда-то бежать, что-то делать, мы уйдем от этого. Мы обретем возможность для отдыха, для релаксации. И я рискну предположить, что в этих словах большая мысль для тех людей, которые прежде всего не видят для себя, наверное, никаких возможностей. Нигде, ни в чем. Или постольку, поскольку, или в силу каких-то конкретных грандиозных проблем. Попробуйте менять в своей жизни, в своем сознании, в своем разуме маленькие какие-то винтики, маленькие шурупчики, маленькие заклепочки. По одной или по одному. Через какое-то время вы заметите, что в вашей жизни все изменилось, потому что вы стали по-другому действовать. Вы стали по-другому реагировать. Вы стали по-другому воспринимать этот мир. И многие из вас точно станут гораздо счастливее. Это совершенно очевидно. И мне, и многим другим людям, которые наблюдал в своей жизни разные метаморфозы, чудесного преображения, да я думаю, даже вам, многим из вас совершенно очевидно, что бывает, когда ты начинаешь не искать волшебные таблеточки от кого-то или от чего-то, а когда ты понимаешь, что весь твой мир так или иначе ограничен и замкнут тобой. Но для тех, кто захочет сделать в своей жизни что-то интересное, жизнь всегда открывает свои двери. Поэтому просто хотите и ищите, будьте готовы к этим возможностям, они обязательно появятся. Ну а для покупки книжки «Малышки» напишите нам в Telegram по ссылке, указанной в описании к этому видео. И, конечно же, берегите себя, подписывайтесь на наш канал, приходите в наш Telegram, приходите учиться, приходите на консультацию. Будем разбирать с вами разные интересные вещи про вас и про других. Ну а с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. До новых встреч и пока-пока.